Это таро-прогноз для знака зодиака Скорпион. Скорпионы и Тельцы были одними из главных действующих лиц аспекта в гороскопе на 2023 год. И сейчас опять Юпитер разворачивается в самый последний день декабря в знаке Тельца, а вот эта ось Телец Скорпионы очень-очень важна, да, и для Тельцов, и для Скорпионов, поэтому давайте посмотрим, что ждет Скорпионов в январе 2024 года. Я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Я астролог и таролог Татьяна Мин. И поэтому считываю карты с точки зрения астрологии часто, да. Первая карта И – это вы, ваша активность. И здесь Марс в Козероге. Прекрасно. Вы будете не просто активны в какой-то суете, а вы четко знаете, куда вы идете, как вы действуете, что вы хотите получить от взаимоотношения с вашим партнером. И ваш партнер то же самое. Кстати, здесь может действительно, если вы женщина, особенно, вам встретится мужчина, у которого хорошо расположен Марс в гороскопе. И это легко понять, потому что часто такие мужчины всегда делают все быстро, они активные, у них все дела всегда в порядке. Ну, в основном, да. И Марс в Козероге – это как раз такой мужчина. Вы видите, здесь даже изображен мужчина такой серьезный. Поэтому есть вероятность иметь либо какие-то серьезные дела, договоренности, встречи, контракты, да, которые будут заключены на долгий период времени по Козерогу. Либо вы сами проявляете вот такую активность, четко идете к своей цели, да, потому что Козерог – это целеполагание. Но мы сейчас еще будем открывать все другие карты. Итак, сектор финансов, но здесь, возможно, даже больше будет затронута ваша интимная жизнь, потому что здесь Солнце в Рыбах. Такая интересная карта видение, да, Солнце в Рыбах, что это такое? Это человек с хорошо развитой интуицией, человек, который видит будущее, предчувствует его, который даже, может быть, понимает язык животных или считывает какие-то знаки природы. Ой. Поэтому здесь вы, скорпионы, по второму дому, да, по дому денег, можете интуитивно знать, куда вам вложить деньги, стоит ли вам их тратить сейчас, куда вам пойти на работу. Может быть, здесь у некоторых будет работа в таких организациях по 12-му сектору. Это больницы, тюрьмы, какие-то гостиницы, фабрики, заводы, в том числе и служебные какие-то организации. В общем, организации закрытого типа. Может быть, вы будете работать в сфере эзотерики, это тоже сюда относится. Либо у вас будут поступать деньги из этих структур. Не обязательно это будет ваше личное, что вы будете зарабатывать, кто-то может зарабатывать. И деньги здесь даже могут вас, Вселенная вам деньги приносить, потому что Солнце в Рыбах – это как это, манифестация какая-то, да, загадывание желаний еще здесь может быть. И какие-то прозрения даже, все-таки здесь глаз у нас. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты. Кстати, по поводу интимной жизни я не сказала, что это, конечно, партнер интимный, с которым вы друг друга понимаете на более интимном уровне. Еще это может быть какой-то кармический партнер, либо с которым у вас какие-то такие взаимоотношения не совсем ясные. То есть вроде бы вас тянет, но вместе вы быть по каким-то причинам, может быть, не можете, либо необъяснимое какое-то притяжение сексуальное, да, внутреннее такое. Может быть, это какие-то тайные, полутакие непонятные взаимоотношения. Здесь тоже могут по этой карте проходить, но не у всех. Еще одна карта в значении рыб. Здесь уже Меркурий в рыбах. И здесь вот вы как раз-таки пытаетесь что-то прояснить в общении, в каких-то своих делах. Может быть, здесь что-то связано с эмиграцией, за границей. Меркурий – это какие-то документы, билеты могут быть. Может быть, вы
занимаетесь какой-то творческой профессией, опять же, эзотерической профессией, да, и в плане денег тоже может это как-то касаться, потому что здесь у нас все-таки рыбы и здесь, и здесь. Но в любом случае здесь такое впечатление, что что-то неясное может происходить у вас в плане общения. А может быть наоборот. Но здесь зависит от того, насколько вы сами творческий человек, где у вас стоят планеты. Карта гармония. Прекрасная карта здесь выходит. И я думаю, что здесь у вас будет какой-то новый, не то чтобы новый цикл. Но вот если вы, в общем, поймете, скорпионы, что у вас самое главное в жизни вот очень хорошо сейчас все продвигается. То есть потому что у вас угловые дома, это 1 и 7, и 4, и 10, в очень таком положительном варианте. Да? Тут у нас и Козерог, и Весы. Поэтому, скорее всего, многие скорпионы как-то вот почувствуют почву под ногами, особенно если раньше у вас не было такого. Здесь, конечно, могут разворачиваться очень серьезные отношения в плане того, что вы можете встретить какого-то человека, из-за которого вы станете активнее, из-за которого вам захочется жить, новые планы создавать, может быть, искать работу, может быть, искать новое жилье. То есть это просто какой-то импульс очень серьезный. Причем этот импульс вам могут дать ваши партнеры, либо какие-то люди, с которыми вы сотрудничаете. Поддержка, очень серьезная поддержка, вы ее будете ощущать, потому что здесь такие карты. Так, 5, 11 сектор. Опять Меркурий. Здесь у нас Меркурий в весах. Опять же весы, да. Тема взаимоотношений. И сектор тоже такой дети. Дети, друзья, какие-то другие люди. Вы будете много общаться. Может быть, у вас будет партнер, у которого есть дети. Встретите такого человека. И тоже вот эта тема общения. Но здесь на этой карте, видите, изображена пара, как Адам и Ева, и змей какой-то. Поэтому будьте осторожны, да, если вы знакомитесь или доверяете какие-то свои секреты. Кстати, по поводу секретов, здесь у нас уже сектор общения был тоже, да. Будьте осторожны, потому что если вы чрезмерно открываете, доверяете другим людям, то некоторые из них захотят вас, может быть, ужалить, либо манипулировать как-то. Здесь вы и сами можете, конечно, манипулировать, скорпионы, но может вам встретиться и человек, который больше манипулятор, чем вы, и вы, поддадитесь на вот это обаяние какое-то дополнительное. А может быть, вы сам или сама тот человек, который будете манипулировать, да, потому что все-таки Меркурий в рыбах, и здесь Меркурий в весах. Это такой приятный человек, который общается, делает много комплиментов, внешне симпатичный или симпатичная, да, и вы как бы поддаетесь на чары, на эти уловки, и здесь вам могут встретиться такие люди. Это не обязательно любовные отношения, это может быть кто-то из ваших друзей, там, с кем вы тоже имеете какие-то дела, ведете переговоры. Все-таки змея здесь занимает половину карты, да, поэтому есть опасность, что люди просто, может быть, льстят вам или сплетничают за вашей спиной. Прекрасная карта, опять Меркурий в Тельце. И здесь у вас, конечно же, да, деньги могут поступать к вам посредством каких-то переводов от работы, от какой-то дополнительной работы. Даже, может быть, вы подрабатывать как-то будете в январе. Ну, не для всех это, конечно, актуально. А так вообще хорошая карта. Здесь, опять же, у вас может быть тайный доход. Да? Здесь у нас выходили уже рыбы. Здесь финансовая карта со знаком рыб, а здесь финансовая карта в секторе рыб, да, поэтому, скорее всего, у многих скорпионов будут какие-то тайные доходы, либо, может быть, вы платите какие-то там выплаты, государственные выплаты, да, по рыбам, например, бывают, может быть, кто-то берет какие-то кредиты, либо закрывает какие-то ваши кредиты, пересчитывает их очень по Меркурию в Тельце, благоприятно пересчитывать какие-то, собирать документы новые. И вот это могут быть как чужие деньги, так государственные деньги, какие-то деньги. Но я думаю, что они будут. Просто придут они к вам очень интересным путем. Даже, может быть, вам не придется
так много работать, потому что по 12 сектору это либо казенные дома какие-то, работы такие закрытого типа, либо вот, как я говорю, деньги еще от партнеров, каких-то спонсоров иногда бывают. Что скажет колода Monology для скорпионов на январь 2024 года? Луна без курса. Так, и растущая луна. Интересно, еще одну карту хочется взять. Новая луна. Ну, луна без курса, конечно, это не рекомендуется вам начинать какие-то тотально новые дела. Хотя остальные две карты, да, говорят о том, что что-то новенькое все-таки должно быть, потому что растущая луна и новая луна, может быть, это какие-то события, вызванные еще прошлыми месяцами, и они все еще, волнуют, все еще в вашей жизни находятся, но при этом тотально новых дел, может быть, здесь у вас не будет. Может быть, вы будете заниматься текущими делами, которые были у вас ранее. Вы как бы готовитесь к новому старту. Здесь даже написано, да, новое начало приходит. То есть оно еще только приходит. И, скорее всего, вам нужно еще завершить какие-то другие дела, что карты вам и советуют, да, завершить старое, пока не начинать новое, может быть, продолжать то, что было начато уже. Но, тем не менее, у скорпионов прекрасно. Я вижу здесь взаимоотношения и деньги. Так что надеюсь, что новый месяц 2024 года начнется у вас просто прекрасно. Желаю вам всего самого замечательного. Возьмите все самое лучшее отсюда. И с вами была таролог и астролог Татьяна Мин. До встречи на моих новых видео на моем канале Красота Таро. Всем пока!